компании «Ланта Тур» в последний момент было отказано в незначительном кредите. Но посмотрите на сумму долгов этой компании. Только своим зарубежным партнерам она должна была около 7 миллионов долларов. Это тот кредит, который был выдан ВТБ. Давайте посмотрим, сколько она должна туристам, сколько она должна своим контрагентам в России, авиаперевозчикам. И здесь сумма-то значительно выше. То есть проблема в том, что компания достаточно долгое время работала в убыток, покрывая кассовый разрыв за счет поступающих средств клиентов. Но это недопустимо. И эти долги копятся как снежный ком, и рано или поздно наступает банкротство. Мы не можем предупредить все банкротства на рынке. И государство не должно заниматься тем, чтобы решать эти финансовые проблемы конкретного хозяйствующего субъекта. И Внешторгбанк не будет каждый раз выдавать кредиты очередному обанкротившемуся туроператору. Ну, если он, конечно, не сочтет это целесообразным с экономической точки зрения. Поэтому должны быть выработаны определенные механизмы, которые в любом случае защитят туристов. К сожалению, ситуация, с которой столкнулись наши туристы за рубежом в ряде стран, в ряде отелей, показала не только несовершенство нашего законодательства, но и международного законодательства, которое не всегда позволяет защитить права иностранных туристов в стране пребывания. Мы знаем, что имели случаи, вопиющие случаи нарушений прав туристов в отелях Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Чехии, Италии. Это, конечно, недопустимо. Конечно, нужно предпринять ряд серьезных шагов, которые будут направлены на существенные структурные изменения туристического рынка Российской Федерации, чтобы не допустить в будущем нарушений прав туристов. Конечно, мы не можем оградить рынок от банкротств, потому что это бизнес. Туризм – вещь очень чувствительная к различным нюансам, связанными с политическими, экономическими кризисами, природными катаклизмами, связанными с неправильным ведением бизнеса. Но в любом случае должны на рынке существовать механизмы, которые позволят в полной мере защитить права туристов. В Ростуризме работала горячая линия по туризму, горячая линия, связанная с этими событиями. Всего с 28 января по 13 февраля в Ростуризм поступило почти 7 тысяч звонков. Это были звонки от туристов, которые находились за границей. Это были звонки от туристов, которые купили путевки по линии туроператора «Ланта Тур» и не уехали. Характер звонков был в основном, что делать, если в отеле вымогают деньги, либо что делать, вернут или не вернут деньги за путевку. Как раз либо касались кризисных каких-то ситуаций, либо правовых ситуаций, юридических вопросов. В настоящее время компания «Ингострах» продолжает прием заявлений от пострадавших. На вчерашний день количество таких заявлений составило 2600 на общую сумму 90 миллионов рублей. Пока реестр пострадавших не закрыт, и общее количество пострадавших и сумма ущерба, она еще уточняется, но очевидно, что
на всех, вернее, сумма ущерба превысит 100 миллионов рублей. Выплаты, как уже заявила компания «Ингосстрах», будут выплачиваться пропорционально. То есть, когда будет составлен реестр всех пострадавших и оценена сумма ущерба, то выплаты будут рассчитываться пропорционально. Безусловно, мы должны прежде всего понимать, что нужно менять законодательство в той сфере, что нужно увязывать сумму финансового обеспечения туроператоров с его оборотами. Потому что предельная планка 100 миллионов рублей, в ряде случаев ее не хватает, этой суммы. Тем не менее, понятно, что вот сам по себе институт финансовой ответственности туроператоров, он себя оправдал за эти годы. И, скажем, у нас это не первый случай банкротств, но вот если не считать Капитал Тура, то по всем остальным ущерб страховыми компаниями был возмещен в полной мере. Но, тем не менее, в случаях, когда банкротится крупный туроператор, понятно, что 100 миллионов этих денег не хватит. И здесь нужно говорить об увеличении, вернее, не просто увеличении, а увязывать сумму финансовой ответственности с оборотами компании. Наверное, мы должны двигаться и по пути создания саморегулируемых организаций. Зачем это нужно? Мы видим, что мы должны решить несколько главных вещей, когда наступает кризисная ситуация. А какие кризисные ситуации бывают? Ну, прежде всего, это банкротство. Это различные стихийные бедствия, природные катаклизмы, форс-мажорные обстоятельства, связанные с социально-политическими кризисами за рубежом. Поэтому встают две главных задачи. Первая – выплатить компенсации людям, которые вернулись в страну и не получили услуги, либо еще не уехали из страны в результате банкротства, либо их некачественно обслужили. Они должны и туроператор не в состоянии выполнить свои обязательства, соответственно, страховая компания возмещает такой ущерб. А вторая проблема, которую мы должны решать, в случае, если наступает кризисная ситуация, как людей вернуть. И для этого, конечно, должны быть созданы определенные механизмы, связанные с задействованием неких финансовых фондов, компенсационных фондов, за счет которых можно было бы оперативно решать вопросы возвращения туристов домой. И вот, на наш взгляд, создание саморегулируемых организаций и создание специальных фондов в рамках таких организаций позволили бы решить такого рода проблемы. Безусловно, нужно вносить изменения в Кодекс административных правонарушений, может быть, даже в Уголовный кодекс, связанных с ужесточением ответственности хозяйственных субъектов за незаконную туроператорскую деятельность. На сегодняшний день обсуждается еще ряд мер, которые могли бы повысить дисциплину туристического рынка. В том числе мы говорим и об автоматизированном учете туристических путевок, потому что что происходит? Иногда туроператоры используют не совсем белые схемы работы, и часто обороты занижаются. И, конечно, для того, чтобы оценить, правильно, адекватно оценить обороты компании, конечно, должны существовать для этого определенные механизмы. Вот введение единой электронной путевки, унификация договоров между потребителем и компанией, которая формирует туристический продукт, между турагентом и туроператором.
позволит вывести рынок из серых схем. Поэтому, на наш взгляд, также мера, которая позволит существенно повысить прозрачность туристического рынка.